Давай последний рывок, блядь, рук на. Ну, 770. Давай сюда свой зуб. Все видели, блядь, что он написал? Зуб сюда, нахуй. Всем привет! Финальный босс четвертого сезона. Сегодня он у нас усилился. И вкратце разберем изменения именно в командах. Заново там все рассказывать, конечно, не будем, чтобы не затягивать. Коды всех команд будут в описании к видео. Начнем, пожалуй, с команды разъедания. Что у нас тут изменилось? Мы рейте дали сопротивление. Кое-как оставили точности, сколько могли. В принципе, мне столько хватило на удивление. Но сопра, короче, очень важно. Также я просел по шансу крита. А ей очень важно критовать, чтобы она нормально хилила у нас. Тут такая вот закономерность получается. Поэтому очень-очень важно тоже. Поэтому перчатку мне пришлось вообще ставить на шанс крит удара. Хотя была до этого на крит урон. Но с ней я не доживал. Только поставил перчатку на шанс крита. И все более-менее нормализовалось. Это что касается рейты. Шмыгли и Сакридея у меня как бы в свободном плавании. Поэтому пришлось поменять тайминги, так как они все-таки будут ловить стан. Если им дать столько сопротивления, чтобы они его не ловили, мы просто потеряем вообще весь урон. Поэтому чуть-чуть сместил тайминги, потому что стан мы первый ловим все равно. И шмыгли, чтобы, ну, так как на пятой пробуде. Если он у вас не на пятой, то, в принципе, такой проблемы не будет. Вот, у него, получается, старт на 5 секунд раньше. Поэтому, чтобы он там не вырывался сильно, сместил тайминги вот сюда. Рука мы вообще не трогаем, все, пусть там стаки свои настакивает как можно быстрее и лупит, получается, по КД. Все, воришь у нас таки остается в максимальном ХП, чтобы ловить плюху вот эту, которая режет ульту. Соответственно, у нас тоже в сопротивлении. Проблема вообще в чем? У нас нет героев, которые будут раздавать сопру. Если у вас нет рейты, но у вас получается огак, возможно, вам даже будет проще в данной ситуации. Ну, в плане потери урона, да, вам нужно будет просто на огаке сделать кучу сопротивления, и пусть он ее раздает. Вот у нас огак, да, допустим, просто у вас рейта не было, вы до этого его и использовали, да, и у вас был какой-то урон. Все, что вы, в принципе, потеряете, это небольшой процентаж по урону. Вы сделаете ему кучу сопры, да, и с помощью этого таланта он и будет раздавать. Соответственно, вы тогда, если вы через огак где-то, ну, 150-200, да, сопротивления, ну, по руне, грубо говоря, шмыгли и сакридей тогда поставьте. И сделайте уже себе тайминги те, которые у вас, в принципе, и были, потому что стан вы тогда ловить не будете. С рейтой же ситуация все-таки другая. Вот это что касается шмыгли и сакридей, да, в ситуации с рейтой. Рук. Так как он, в принципе, от атаки-то не зависит, мы ему, получается, ставим руну на сопротивление и самые лучшие допы, которые у нас есть. И броню тоже на сопротивление. И тут уже ловим допы, какие у нас есть. Мне пришлось немножко перчатку и броню поменять, потому что именно в этих сетах, ну, у меня более-менее хорошие допы получились. Ну и также вот сопру я разогнал на 322. Если там пару раз словит стан, то, ну, в принципе, ничего страшного. Это что касается рука. Все остальное, в принципе, вот без изменений. Идем дальше. Следующая команда это у нас Дикость. Я бил через Крисоса. Без Крисоса будет вообще все печально, потому что тот же какой-нибудь там Джорн, да, его нужно будет забирать. Если, конечно, его нету, можно попробовать, допустим, да. Сейчас мы сразу это момент разберем, потому что нам нужно за счет чего-то жить, да, и за счет чего-то снимать все вот эти вот бафы, дебафы, да. Если у вас, допустим, Ацилия свободна, то, к примеру, ставим Ацилию, да, и Джорн у нас будет занят, он будет у нас на сборе. Вот. Придется ставить, скорее всего, какого-нибудь Хульдарка. Допустим, да, Хульдарка, Цилия, что-нибудь такое. Чтобы дебафы снимали, и там штраф атаки проскакивает. Ну и, соответственно, выживаемость. Можно попробовать Орду. Все зависит от того, какие саппорты вы использовали до этого. Также, кстати, идеально подойдет еще и Гиллиан. За счет того, что можно также сделать сопротивление, да, и раздавать его. Соответственно, уже остальным героям подобрать чуть-чуть сапры, плюс как бы подхил будет не такой большой, да, но за счет того, что Хульдер будет вешать штраф атаки, мы будем за счет этого выживать. Ну и плюс сопротивление, да, не так много, плюс у Хульдерка, скорее всего, поставьте ему даже часы, потому что нам нужно будет по-любому по 15 секунд делать цикл. Важный момент еще, он режет точность. Соответственно, нам нужно будет сопротивление иметь намного меньше, чем, ну, без
вот этой вот порезки точности. Поэтому то, что будет нам Гиллиан раздавать, хоть это будет и, возможно, не так много, нам будет этого, в принципе, хватать. Так что, в принципе, должны выживать, да. Сделаем больше просвета, какой-нибудь там посох дать, ну, дать ей, чтобы щиты кидала. Вот, и за счет этого, в принципе, будем жить. Но вернемся уже к моей пачке, как я ее изменил. У нас здесь добавляется Эльминистер. Да, да, именно вот этот артефакт мне пришлось поставить, чтобы разогнать ускорение. Это тоже важно. Именно так мне получилось жить. Вот эти таланты я ему взял. Тоже сапры ему дал, чтобы он не ловил штрафы всякие. Точность обязательно. Суть Эльминистера, он у нас будет с боевого кидать. Ну, там как попадет, да, повезет, не повезет. Но я за бой ни разу уж не ловил стан. Вообще ни разу. Плюс, как-никак, он вешает и штраф атаки тоже, и штраф к точности. Тоже очень важно, очень крутая штука. Соответственно, сопротивления нам нужно будет намного меньше. Почему вот эта маска, она не для боевого, просто это артефакт, который дал мне ускорение. Все. Потому что я не смог разогнать другим способом. Крисос у меня таки остается на максимум хп. Вот этой сапры ему, в принципе, за глаза хватает, потому что порезка точности как-никак. Все, выживаемость у меня все нормально. Но, опять-таки, пришлось по руням все-таки дать на сопротивление всем. Даже 131, ну, в принципе, хватает. На флоре ничего, никакие там дебафы не ловил, не станы. По таймингам. Получается, да, поняли? Всем даем по рунке на сапру минимум. Остальное, в принципе, по шмоткам, ну, все осталось так же. Тайминги использую в данной команде вот такие. Все живут, все хорошо, все четко. Урон, конечно же, просел, потому что, ну, дикость как бы в 4DD обычно, ну, тут так не получилось. Плюс еще и Джорн занят, поэтому как-то вот так. Урону где-то, ну, соточку я потерял здесь, да, неприятно. Следующая команда, далее следующая команда это неустрашимость. Тут у нас что изменилось? Немножко изменил тайминги. Далее важные моменты. Максимум хп у нас у Судхи, она будет у нас ловить вот эту плюшку, которая нам должна будет резать ульту, но сопротивление, соответственно, 400 плюс. Поэтому вот этот стан она не ловит. Также Зефи у нас остается раздавать сопротивление, но я ей дал здесь часы. Тоже очень важно, потому что два бафа как-никак надо чистить быстро. Выживать было поначалу тяжело, но сейчас опять-таки почему часы тоже покажу. Точность также не забываем. Все, остальных все так как было, так и осталось. Мы тут и были так в сопротивлении, да, мы жили за счет чего? У нас по чуть-чуть сапры, плюс Зефи раздает. Такая механика была у пачки. Но так как все усложнилось, урон мы потеряли немного, за счет чего? У нас были здесь ребра, правильно, они нас немножко бафали. Все, ребер нету, бафа нету, появились часы. Все, тут, то есть мы потеряли урон только от ребер. Все. Все остальное как было, так и осталось. И плюс поменяли тайминги. Зефи у нас теперь на 23 секунде, цикл 15. В остальных все как было, так и осталось. Ничего не поменялось, все пусть так и будет. Все, пачка живет до конца, урон, ну, потеря урона минимальная. Следующая команда, которая не потеряла урон вообще, у меня даже почему-то мой трай вышел чуть больше, чем вообще обычно было. Это команда Ледяного Взрыва. Также, единственное, что у меня теперь, короче, Филосия, я ей даже чуть-чуть ускорение убрал. Вы тоже сильно не пыжите с ускорением, чтобы она вперед не вырывалась, потому что тайминги мы ей не ставим. И чтобы не было такого, что она ультанет, допустим, ну, чуть быстрее, чем 15 секунд. Тогда у нас кукольник не сработает. Слишком рано тоже ультить нельзя, поэтому вот так. Все, у нее также сопра, просвет, все как и было, вот, но она в кукольнике. Все, вот такая вот у нас Филосия. И, собственно, такая же и Финия. Вот этот сет, ребра, ой, не ребра, а рог. Все, 300 сапры вообще за глаза хватает. Вот эти таланты на заливку заливается очень быстро. Также тайминги тоже важно. В данной команде я теперь использую вот такие. На 20 Финия и, соответственно, Филосия без тайминга вообще. 18.1, но, блин, там она может, если с этим, с ускорением, как я уже сказал, не перебарщивайте. Если почему-то слишком много вышло, то, блин, придется ее тормозить. Делать там 15, ну, чтобы не быстрее ни в коем случае, иначе все пойдет вообще не по плану. Все, а так пачка живет до конца, проблем, в принципе, никаких нету. Урон вообще отличный, ничего не поменялось. Единственный еще момент, но опять-таки не проверял потом еще. А, нет, стоп, не стал я ставить все-таки. Да, у меня даже руна на билделе осталась также на атаку. Все, остальные также, ну, мало ли что, чуть-чуть сопротивления им все-таки добавлял. Все так же код будет в описании. Идем, ну и расстановка тоже именно вот такая, чтобы каждый герой
получал сопротивление и от Филоси, и от Финьи. И, соответственно, они еще и друг друга тоже бафают. Все, идем дальше. Следующая команда у нас команда сбора. До этого я бил как-то через хардкор в 4 ДД, короче, через Ацилию. Но теперь использую троих. Джорна, Орда у нас танчит, там сапру дает и так далее. Скажу сразу, урона у меня стало еще больше, чем было вообще. Потому что, ну, не хотелось мне что-то Джорна пихать никуда. Но с ним в итоге я еще бью больше, чем до усиления. Такая вот фигня получилась. Фишка, короче, какая. У нас получается Ардред в сапре, плюс она еще нам тут с пассивки понастакает соточку. Но это вы учитывайте, что всем. Плюс она еще ее и раздает. Таланты вот эти обязательно. Это тоже очень важно. С другими просто жить не получилось. Плюс Орда у нас в разломе. И также дал ей кукольника. Пусть там заливает. Из-за кукольника я, кстати, тайминги на откат сбора убрал. Все, они у нас без отката. Джорн у нас вот такой. Тоже сопра, точность, все остальное не важно. Ну и ускорение вообще выжимал просто откуда можно. 92 ускорения получилось выжать. Плюс еще всякие там таланты, но это не важно. Нам просто, чтобы он боевым чаще спамил. Все, это именно из-за боевого. Ну и, в принципе, на ульту нам и так хватит, чтобы 15 секунд цикл был. Опять-таки, это тоже не столь важно. Ему главное вовремя залететь и снять баф. Все. Ну и остальные тоже по рунке на сапру дал, тоже этого в принципе хватает. Код будет в описании. Тайминги у нас вот такие. Получается вообще без старта все. Можно вручную, если что, их врубить. И дальше там пусть как хотят, так и лупят, вообще пофигу. Можно даже дать стан словить. Почему, кстати, да, не давал старты? Потому что вначале мы по-любому ловим стан. И уже потом, когда Артред нас набафает, все, мы уже станы не ловим. Можно руками чуть-чуть подкорректировать порядок. И пусть там уже что хотят делают. Урон в итоге еще больше. Вот такая вот приколюха. И последняя команда, самая многострадальческая команда, это команда призыва. Тут вообще все без изменений, как было. Потому что они у нас и так все были в сопротивлении. Ну, кроме Лильванис, да. И как было раньше, допустим, я там чуть-чуть руками подправлял Бернейд, ну, чтобы она сильно там не уезжала и так далее. Теперь что у нас меняется? Я вообще все убрал просто. Единственное, что у нас также остается Эрзилос и Тиамат на 15 секунд зациклены. Все. Больше я вообще не трогаю Бернейд. Ничего в бою не трогаю руками. Если начинаешь что-то трогать, становится только хуже. Потому что сегодня на стриме тестили долго. Все просто как есть, так и есть. Все, пусть там Бернейд ультует, сколько ей надо. Лелия, когда ударит, тогда ударит. Все, так выходит, урона больше. Но опять-таки, да, потеря будет, но если будете что-то туда лезть, руками что-то делать, то сделайте только хуже. Это уже проверено. Опять-таки, код будет тоже в описании, кому там надо. В принципе, у кого какие вопросы остались, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале там задавайте. На этом, пожалуй, все. Завтра на стриме будем уже отбивать на сохранение. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.